У нас внезапно появились серьезные новости по изменению танков Classic, которые резко появились в роудмапе, в том самом плане разработки. То есть он полностью обновился у нас, там появились новые пункты, в том числе пункт с изменением года версии игры танков Classic. То есть Орех может отменить нынешнюю версию танков Classic и выбрать другую версию танков Classic. Но тут опять же парадокс. Для каждого из нас классика своя, для кого-то 15-й год, для кого-то 11-й, для кого-то 19-й. Ну давайте приступаем к рассмотрению. Для тех, кто вдруг не знает, вот здесь это находится, вот наш гараж в танках онлайн. Вот тут листаем на вкладочку «Ранний доступ». Вот у нас наш замечательный ранний доступ в танки Classic. По вот этой кнопочке можно заходить в проект. И вот здесь как раз отображают все планы разработки, в том числе обновленные планы, которые сейчас мы будем с вами рассматривать. Друзья, перед тем, как мы будем все рассматривать, хочу попросить вас поставить обязательно лайк на это видео и рассказать про такого игрока, как Парниша Серьезный. Думаю, многие уже с ним знакомы. Это тот человек, который практически каждый раз находится в топ-1 по голдам в рейтинге танков онлайн. На стримах устраивает кучу розыгрышей для зрителей, не для себя, а именно для зрителей. И у него есть свой собственный YouTube канал по танкам онлайн. Он снимает видосы, шорты, и у него в видосах присутствует та самая фирменная ловля золотых ящиков, включая рубиновые голды. Для начинающего канала у него уже имеются неплохие просмотры, поэтому, друзья, поддержите парнишку по ссылке в описании, подпиской на канал, ну а также обязательно зацените его нарезки, что сейчас в наше время достаточно редкое явление. Ссылка на Парнишу Серьезного в описании. Как видите, третий у нас пункт изменился. Раньше он был боевой худ. Теперь стал ремейк интерфейса лобби, воссоздание оригинального интерфейса битв и гаража. Я считал, что это все в боевой худ входит вообще на самом деле, но вот видите, они добавили следующий пункт, где будет доработан оригинальный интерфейс полностью и сам гараж. Хотя гараж он разве не доработан, но вот следующий пункт ожидаем. Потом тот же боевой худ, но это уже было. Защитные модули появились, обратите внимание, тоже новый пункт. Активация системы защиты модулей с возможностью покупки прокачки. Ну сейчас на тесте вообще она уже есть. Почему-то не зелененьким пока введена эта возможность. Но, видимо, еще не окончательные, да, варианты защитных модулей присутствуют. Следующий эффект выстрела рельса, это у нас было. Тач управление, друзья. Вот те, кто мобильщики, кто ждет классику на мобильное устройство, добавили для вас план разработки. Возможность управлять танками с мобильного телефона. Сейчас такой возможности нет. Лично я вообще пробовал заходить через телефон, у меня даже он не заходит. Нажимая на кнопочку «Ранний доступ», у меня даже не открывается страничка через телефон. Тут пункт про тач управление. Эффекты взрыва танков. Возвращение оригинально так, по-моему, было. Эффект выстрела Твинса было. Матчмейкинг карты. Адаптация матчмейкинговых карт из танков онлайн под классику. Очень интересный пункт, конечно. Как я понял, карты из танков онлайн, которые у нас присутствуют в версии матчмейкинга, будут добавлены в классику. Но тут присутствует слово адаптация. Что бы это подразумевало? То есть карты будут урезаны или видоизменены? Пока непонятно. Но все карты из танков онлайн, которые присутствуют в матчмейкинге, будут в классике. Видоизменены или нет? Будем смотреть в будущем. Legacy версии карт, это вот я лично жду больше всего. Многие из вас, наверное, тоже больше всего ждут старые версии карт со старой графикой. Но это уже было у нас. Кристальные ящики. Вот новый пункт еще. Кристальные ящики, друзья. Добавление кристальных ящиков на все карты. У нас, да, в классике сейчас присутствует проблема, что не на всех картах пока есть кристальный дроп. Особенно вот на зимних картах там почему-то нет дропа. Плюс мало вообще точек с дропом на некоторых картах, даже где есть кристаллы. Так, следующий пункт — контейнеры. Возможность открывать контейнеры и финальный состав призов из контейнеров. Я вот не помню, по-моему, такой пункт уже был. Голосование Страйкер Гаусс было, голосование Овердрайва было, голосование за ГД Гирлянда было, голосование Голда KR700 рандомно было, голосование Голды зоны дропа без это было, голосование устройства тоже было, голосование Голда быстро медленно было. И вот тот самый, друзья, пункт, на который стоит обратить особое внимание, я считаю. Голосование до ребалансный стиль прокачки или пост-ребалансный стиль прокачки. Игроки голосуют, будет ли прохождение по званиям похоже на версию до ребаланса, как вот сейчас у нас на тесте плюс-минус присутствует, или вооружение будет распределено по званиям как после ребаланса. Вот этот, наверное, один из самых важных пунктов, который стоит нам с вами обсудить, который требует обсуждения, потому что многие игроки, зрители отмечали момент, что почему бы не сделать, чтобы звания росли, как это было в версии после ребаланс. Ну, то есть пушки М3 доступны в конце игры, да, М1, М2 в середине, М0 на начальных званиях. То есть нельзя купить на первых званиях сразу М3 вооружение, как у нас присутствует в версии до ребаланса. И вот на форуме тоже игроки часто это и много обсуждали. И здесь Орех
услышал игроков, вообще, надо же, услышал игроков и добавил такой момент в голосование, чтобы игроки сами решили. Вот такая демократия от Ореха у нас тут проскальзывает. Я уже думал, этот момент не буду даже трогать, но просто что касается моего мнения, мне лично нравится больше доребалансный стиль, я уже про это говорил, какой-то он особенный, более интересный, но может потому что мне все стили уже приелись, и давно я в доребалансные танки не играл. Но что касается объективизма, наверное, будет действительно лучше, чтобы был постребалансный стиль прокачки, плюс я думаю, что игроки все проголосуют именно за этот вариант, чтобы пушки М3 были доступны только в конце игры, чтобы нельзя было приобретать М3 на первых званиях. Ну, то есть, да, вот будет плавная прокачка, как это было раньше. Обязательно напишите ваше мнение по поводу этого пункта. Доребалансный стиль прокачки или постребалансный стиль. А как вы считаете, какой стиль-то лучше, какой вам больше нравится? Опять же, вот мое мнение, мне больше доребалансный стиль нравится. Скорее всего, он проиграет, поэтому остается по ходу наслаждаться этим стилем только на тесте. Ну, плюс на канале еще заглядывайте во вкладку сообщества, я там это голосование добавлю. Посмотрим, за что игроки проголосуют. Так, следующий, друзья, пункт, не менее интересный. Редкие карты. Добавление удаленных карт и карт, которые были только прототипами. Если помните видосы на канале вот в августе, которые выходили, видеоблоги, которые в августе выходили, там был кадр, что вот самая первая карта, Трибьют, по-моему, она называлась, которая была в танках онлайн, она будет добавлена в классику. Там на это разработчики намекали. На форуме тоже там Орех скидывал какие-то непонятные версии карт, которых, по-моему, в игре даже не было никогда. Ну вот те же самые, наверное, прототипы. В общем, все вот эти карты, они как раз будут, кстати, Legacy-версию иметь, будут добавлены в классику. И это очень круто. Очень круто поиграть на картах, которых в танках онлайн на протяжении, вот сколько игра существует, уже 17-й год пошел игре. А у нас там одни и те же карты присутствуют. Практически новых каких-то карт и не было никогда. А тут, представляете, в классике будет глоток свежего воздуха. Ну или глоток старого воздуха. Так, вот тут тоже следующий пункт. Секретное голосование. Расскажем, когда придет время. Тут, видите, секретики от разработчиков. Мне тут как-то даже в голову не приходит, про что именно может быть речь. Про секретное голосование. Очень интересно. Будем ли выпускать классику или не будем выпускать классику? Ну вот эта вот скобочка, конечно, многообещающая. Вот что-то тут будет явно интересное в этом пункте. Пишите ваши догадки, я что-то вообще даже не знаю, что это может быть. Чем еще можно удивить игроков классики и олдов. Промокоды. Адаптация и активация механики промокодов для классики, друзья. Промокоды в классике будут. На стриме будем их обязательно для вас разыгрывать. Дополнительные опции создания битв. Вот сейчас у нас, да, вот прем-аккаунт в классику уже ввели, но дополнительных опций для создания битв еще нет. Тут разработчики пишут, добавление дополнительных опций при создании бит будет согласно результатам голосований. Ну, то есть там, когда голосования все пройдут, голды с точками, без точек, все вот это пройдет, и будут добавлены уже эти пункты в дополнительные опции. Завершение закрытого тестирования, это был у нас пункт, система друзей была, покупка была, премиум был, полировка, вот это тоже новый пункт. Минимализация мелких отличий билда от классического вида. Ну, то есть все возможные моменты, которые можно будет доработать, в этом пункте доработают, отполируют. Ну и глобальный релиз, завершение раннего доступа, игра доступна всем желающим. Сразу вот, наверное, у вас вопрос, да, потому что многие задают, я 100 раз на этот вопрос уже отвечали, когда игра выйдет, как минимум через полгода, именно прям глобальный релиз для всех. Через полгода, примерно. Чтобы сейчас поиграть, вам нужно купить в магазине игры в танках онлайн специальное предложение. Либо ностальгия, либо старая школа. В будущем Орех хочет еще выменное предложение, добавить доступ в классику. Возможно, это будет, кстати, на этой неделе, может, на следующей. Следите за новостями. Как только станет что-то известно, так сразу я вам про это расскажу. И для тех, друзья, кто хочет канал поддержать, перед покупкой поставьте в настройках вашего аккаунта, в разделе «Аккаунт», тег создатель контента ник 10. Таким образом, меня поддержите, это раз. А во-вторых, еще 2 конкурса проходят по этому тегу создателя ник 10. Первый конкурс, наверное, самый интересный для всех, на 15 тысяч рублей. Чтобы поучаствовать, нужно просто подписаться на мой канал, на канал Парниша, скинуть скриншот установленного тега в комментарии под постом с розыгрышем, на который ссылка указана, опять же, в описании. И второй розыгрыш уже на промокоды, тоже по тегу, поэтому ник 10. Для участия просто форму в описании заполняете, и вы становитесь автоматическим участником, и у вас появляется возможность выиграть промокоды. И сегодня у нас в игре еще просто куча всего. Вот тут в плане розыгрышей в игре появился ивент «Пригласи друга» называется. Для тех, кто не заходил в игру месяц или кто создал новый аккаунт, вы можете получить легендарный ключ на свой аккаунт, если опять же поставите тег ник 10 и активируете секретный промокод, который вот у вас на экране. Его активируете и получите кучу рубинов, контейнеров и самый, наверное, крутой приз, да, легендарный ключ. В описании этот промокод я вам оставлю. Такие новости, друзья, классики танков онлайн. Пишите ваше мнение в комментариях. Обязательно поставьте лайк на это видео, на канал подпишитесь, если еще не подписаны. Телеграм-канал вступайте, там тоже публикуются новости, анонсы, чат есть для общения. А я всех благодарю за просмотр.